Здорово, чуваки. Утро доброе, блядь. Сегодня мы будем играть в RimWorld. Запустил игру, и меня приветствует такая хрень. Надеюсь, это не из-за моих модов. Ну что ж, создаю мир, и я хочу сделать чисто империю захватчиков. И хочу сыграть максимально рандомно, не выбирая начальных персонажей. Бля, мне походу дали бракованную планету. Ладно, придется убрать парочку модов. Выбрал место возле дороги и с моими потенциальными врагами, которых в скором времени я буду навещать. Я думаю, что идеология Кровавого Завоевателя идеально подходит для этого прохождения. Не знаю из-за чего, но мне его имя кажется очень знакомым. Но такого персонажа грех и не взять. Еще и при том, что у него прямые руки и он довольно башковистый. Он нам будет клепать оружие и сам же его исследовать. У этого персонажа есть огромный минус, он пацифист, то есть он не может причинять никому вреда. Черт характера, он невероятно красивый, хлюпик, и у него ген хрупкость. Лучше в бой его не пускать, потому что там его так забьют, что эта невероятная красота превратится в невероятное уродство. Но дальше особо интересных персонажей не было, так что я о них расскажу в двух словах. 15-летний варвар, волосатый как йети, хуй его имя выговоришь. Умеет в животноводстве и довольно крепкий в ближнем бою. И следующий неудачник, ей 53 года, это ангел, то есть элитная проститутка. Единственный ее плюс это навык в общении. Как можно быть пацифистом и каннибалом одновременно? Что хуйня, блядь? Следующий персонаж это обычный мужик, он офигенный горняк, чуть-чуть умеет стрелять из животноводства. Но он еще и сова при этом. Следующий персонаж это девушка. Она офигенный строитель, офигенно стреляет и чуть-чуть шарит в растениеводстве. Она невероятно красивая, гиперчувствительная и у нее эффективный сон. Ну хоть кто-то из всех будет более-менее адекватным. Ну а последние два персонажа почти нулевые, так что мне их лень обозревать. Просто они есть. И один из них еще один ебучий, блять, пацифист. И вот такая у нас веселая компашка завоевателей. Из-за того, что у нас огромное озеро посреди карты, я решил строиться на краю, рядом возле древнего зла, которое мы скоро вскроем. Во время перетаскивания вещей я заметил, что наш молодой рэпер загорелся каким-то чудом. И в это время я начал строить наш первый ветрогенератор. А на этом моменте я планирую, где будет стоять столовая, комната развлечений и склад для еды. А пока я продумал, как будет выглядеть наша база, Сэш все это время валялся. Вставай, заебал ты, ёбаный шашлык. Вскоре 3 июля я начал свою охоту на муфала ради пропитания и их прекрасные шерсти, которые защищают от холода. Мы считали себя хищниками, а стали добычей для этих гребаных муфал. Когда стемнело, покалеченная муфалами Вуди встала, и я воспользовался этим моментом, чтобы завести ее к нам на базу. Но после этого опасного маневра к нам в дверь стучалась муфала. И в это опасное время у нас появилась новая пара в нашей колонии. И это стали Робинс и Черми, проститутка и обычный мужик. Из-за этого они стали хотеть спать вдвоем, и у них повысилось настроение. А когда стемнело, половина муфал умерла от кровотечений, вторая половина уже успокоилась. Я тогда решил на них начать охоту. И в этот же самый вечер к нам пришли еще редкие трумбы. Я решил не трогать трумба, потому что их двое, и мои колонисты просто не смогут их убить. 6 июля я начал вскрывать древнее зло, потому что я не хотел долго оставаться на этом месте. И когда я вскрыл это древнее зло, меня встретили жуки. А в контейнерах криптосна оказались нейтральные мне древние солдаты. А когда жуки с легкостью с ними расправились, они переключились на моих колонистов. И мои отважные дебилы вступили в неравный бой с жуками. Огонь по тварям, огонь! После этой неравной схватки у меня почти умерло 2 поселенца. Но я считаю, что это было не зря, ведь мы получили хорошее оружие и офигительную броню. Но из-за этого моя колония почти вся лежит в больничных койках. Но только на 7 июля я наконец-то вспомнил, что можно выращивать рис. И только через 3 дня мы наконец-то изучили аккумуляторы. Это позволит не так сильно волноваться за электроэнергию. И только 12 июля я наконец-то решаюсь вскрыть второе древнее зло. И когда я вскрыл древнее зло, меня уже внутри ждал древний механоид.
блядь, нахуй я сюда пришел? А в контейнерах криптосна оказались нейтральные мне древние солдаты. И механоид, который был внутри древнего зла, чуть все там не спалил. А также я спас нейтрального к нам древнего солдата, в надежде, что она к нам присоединится. И вскоре она к нам решила присоединиться. Она просто офигительный персонаж с живучестью и прокачанными навыками. И она стала нашим самым лучшим колонистом, потому что она умеет все и везде. 14 августа в нашем районе начались заморозки. И после этого события я все-таки решился отсюда уходить, так как я изначально не хотел задерживаться на одном месте. Мы же все-таки завоеватели и должны кого-то завоевывать. И перед грандиозными завоеваниями я решил сходить к союзникам и поторговать с ними. Я им продал ненужную пласталь и шкуры. В обмен я у них купил дофигища еды, чтобы мы без проблем и без лишних остановок добрались до нового места. А новая база наша будет и основная, я надеюсь, в горах. Но во время нашего похода я решил разделиться и отправить самого сильного бойца, чтобы он захватил для нас вражеское поселение. Если мы захватим поселение, то нам будет огромный баф для настроения, потому что мы завоеватели, которые при строительстве новой базы мне очень понадобятся. А решил я напасть на пиратов из-за того, что у них есть нормальное оружие и броня, которые мы можем взять с собой. Я пришел к ним не с пустыми руками, а с пси-импульсом для животных. Я его активирую, чтобы все животные в этой округе взбесились и напали на пиратов. И тем самым я без боя захвачу это поселение. Но мой план провалился, и ко мне уже бегут пираты. А что случилось дальше, вы увидите в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.